Всем привет! Это канал «Собаки лают, караван идет». И сегодня мы расскажем о самом популярном пляжном курорте в городе Мар-дель-Плата. Вы увидите культурные достопримечательности, мы расскажем немного об истории города, расскажем о его жителях. В общем, будет много-много всего интересного. Устраивайтесь поудобнее и поехали! Дорога до Мар-дель-Плата занимает примерно 5 часов и 450 километров. Но у нас вышло 560 километров и 7 часов 30 минут, так как мы заезжали в Пинамар. Пинамар – это небольшой курортный городок с населением около 50 тысяч человек, но очень популярный в летнее время. Сейчас, в апреле, тут очень тихо и спокойно, много отелей и ресторанов закрыто. Отличительной чертой курорта являются сосновые леса. То, почему мы так сильно скучаем. Собственно, и название курорта как раз таки происходит от испанских слов «пина» – сосна и «мар» – море. В целом, дорога от Буэнос-Айреса до Мар-дель-Платы не представляет какого-то эстетического интереса. В основной массе вы едете по двухполосной трассе, и вокруг вас бескрайние поля, пасущиеся коровы, ветряки, и все это патрулируется хищными птицами. Теперь, что касается дорожного полотна. Лично у меня претензий никаких к нему нет. Местами встречаются заплатки, но это совсем не критично. Красивый же участок пути начинается уже на подъезде к Мар-дель-Плате, когда ты едешь вдоль побережья Атлантического океана. Какой бы вы ни выбрали путь и способ добраться до Мар-дель-Платы, это однозначно стоит того, чтобы увидеть картинку сзади меня. Начинаем мы свой рассказ про Мар-дель-Плату с рыболовецкого пирса, и не просто так. Мар-дель-Плата – это один из самых крупных портов на побережье Атлантического океана. Здесь есть предприятия по рыбопереработке, а также два крупных завода по судоремонту. С рыболовецкого пирса открывается просто удивительнейший вид на Мар-дель-Плату. Очень красиво, особенно в солнечное время. Также тут есть статуя Иисуса Христа. И когда вы прогуливаетесь вот по самому пирсу, вдоль пирса, вы можете увидеть играющих морских львов. На обратном пути с рыболовецкого пирса мы советуем вам заехать на рыбный рынок. Тут очень вкусная и недорогая рыба. На рынок, в привычном для нас понимании, это место не похоже. Скорее небольшая улочка с рыбными магазинами. Хотя народу тут как кильки в банке. Но рыбы все-таки больше. И стоит она в разы дешевле, чем Буэнос-Айрес. Вот и мы решили не отставать от окружающих и закупиться свежими дарами океана. Так сказать, почувствовать себя морскими львами. Мы не зря столько показываем, рассказываем про морских львов, ведь это главная визитная карточка города. Кстати, первое, что видели открыватели южноамериканских земель, подходя к берегам Мар-дель-Платы, были как раз таки ее самые, что ни на есть, коренные жители – морские львы. Ну и раз уж мы коснулись истории, давайте остановимся на ней поподробнее. Первые летописные упоминания о городе Мар-дель-Плата датируются XVI веком. В 1580 году по приказу короля Испании Филиппа II конкистадоры во главе с Хуаном де Гараем основали тут форпост. Занимались они в основном выращиванием кукурузы и фасоли, табака и пшеницы, скотоводством и рыболовством. В городе отлично была развита торговля. Тут можно было найти диковинные для здешних мест товары вроде шелка и специй. Также была развита добыча серебра из окружающих гор. Это серебро, оно добывалось здесь и потом шло на экспорт в Испанию. И вот отсюда, кстати, происходит и название самого города Мар-дель-Плата. Дословно это море серебра. Сегодня Мар-дель-Плата – это 7-й город по численности населения в Аргентине. Основной составляющей экономики является туризм, и сюда приезжает около 7-8 миллионов человек в год.
В самом городе витает такой беззаботный дух уютной курортности, если так можно выразиться, конечно. Да, есть широкие пешеходные улицы и площади, есть и большие автомобильные шоссе. Развлечения тут на любой вкус и кошелек. Но в первую очередь люди едут сюда отдыхать. И вне сезон в городе немного пустовато. Нет толп людей в пляжной одежде и многие заведения закрыты. Хочется отметить прекрасную длинную набережную, по которой так приятно прогуляться с коляской и добраться до основных достопримечательностей города. Башня Монаха или Торреон дель Монхе была построена в 1904 году Эрнесто Торнквистом. Эрнесто Торнквист был одним из богатейших людей Аргентины, и тут, в Мар-дель-Плате, он проводил ежегодно свой отпуск. В основной массе тут отдыхали богатые люди. И что они сделали? В 1909 году они организовали тут стрелковый клуб. Стрелковый клуб представлял из себя охоту на голубей. То есть люди собирались, доставали ружья и отстреливали голубей. Интересная заметка для всех любителей спорта и футбола в частности. В городе Мар-дель-Плата есть улица, посвященная вратарю футбольной сборной Аргентины Эмильяну Мартинесу. Вы спросите, почему на табличке написано «Дибу Мартинес»? Все просто. Во-первых, хочется отметить, что Мар-дель-Плата родной город вратаря, а само прозвище возникло, когда Мартинес был ребенком. Тут в Аргентине набирал популярность сериал «Mi familia es un dibujo». И одним из главных персонажей был нарисованный мальчик Дибу. И маленький Эмильяно внешне очень походил на этого героя. Мы на площади Сан-Мартин, где находится одна из главных достопримечательностей города – кафедральный собор святых Петра и Сесилии. В 50 метрах от площади Сан-Мартина находится одноименная пешеходная улица. На наш взгляд, она не представляет никакого интереса и чем-то похожа на улицу Флорида в Буэнос-Айресе. Тут можно пошопиться, перекусить в ресторанчике и просто поглазеть. В качестве исторической достопримечательности вы можете посетить маяк памяти. Сам маяк был построен в 1891 году. Изготовлен он был во Франции и собран, соответственно, уже здесь. Интересная заметка. Во времена последней аргентинской диктатуры тут тайно содержались заключенные. Попасть на территорию этого комплекса мы не смогли, так как он закрыт на ремонт. Ну что мы все от достопримечательности? Ведь главное, чем приезжают сюда аргентинцы, это пляжи. И несмотря на то, что был апрель, а в Аргентине это на минуточку середина осени, температура воды была 20 градусов, чем я и воспользовался с огромным удовольствием. У наших зрителей может возникнуть вопрос, сколько же стоит недвижимость в этой самой Мар-дель-Плате, которую мы так расхваливаем. Так вот, цены на однушки начинаются от 30 тысяч долларов. Трешечка же будет стоить около сотки. А это наша кабаня, в переводе домик. Никаких роскошеств, но есть все самое необходимое. А главное спокойно, тихо и уютно. Кайф, одним словом. И, конечно же, вы спросите, сколько стоит это чудо. Так вот, сутки обойдутся вам в 40 баксов. Мар-дель-Плата и окрестности – одно из лучших мест Латинской Америки для занятия серфингом. Тут есть серф-споты для новичков и для профессионалов. И катаются буквально все, от мала до велика. И сейчас мы находимся в одном из популярных мест для серфинга под названием Чапа-Трапа. Did you feel anything in the world you're in the world you're in?
Знаете, есть поговорка, что можно бесконечно смотреть на огонь, воду и как работают другие люди. Так вот тут ребята работают по сути на воде, и выглядит это действительно зрелищно. Огонь, как принято говорить в современном мире социальных сетей. На спот Чапа-Трапа приезжают не только сами серферы, много тут и зевак, которые хотят на закате насладиться солнцем, океаном и виражами катающихся на досках ребят. Ну и насмотревшись всей этой красоты, зарядившись буквально энергией океана, мы решили сами попробовать. И сейчас мы отправляемся в школу серфинга. Я долго разминался и смотрел на океан, представлял, как встану и поеду по волне. Инструктор закрепил мне доску на ногу, и я, воодушевленный, пошел в воду, не зная, что меня ждет впереди. В общем, попробовав впервые серфинг, хочу сказать, что это довольно-таки тяжелый вид спорта. Чтобы просто добраться до того места, где ты встаешь на доску, нужно приложить немало усилий. Есть подводное течение, плюс соленая вода попадает в глаза, в нос и уши. И это довольно-таки неприятное чувство. Когда встаешь, ты тоже прикладываешь немало усилий. И не забывайте о том, что вода, она неустойчива, у тебя все шатается, все трясется, и все мышцы быстро устают и забиваются. Главное преимущество путешествия на автомобиле – это мобильность и возможность посмотреть окрестности. И сегодня мы направляемся в еще один курортный городок Мирамар, который находится в 40 километров от Мар-дель-Платы. Город привлекает туристов своими пляжами, кристально чистой водой и развитой инфраструктурой. Мирамар дословно переводится как «смотреть на море», и все тут крутится возле океана. Действительно, в прибрежной зоне людей больше, чем в центре города. Мы были в Мирамаре в апреле, и народа на пляже совсем немного, а атмосфера города погружает в беззаботность и некую безмятежность. Как гласит стела на въезде, Мирамар – это город детей. И действительно, детям тут хорошо. Можно и в пляжный футбол сыграть, а можно и в пикапе прокатиться. Ну разве не сказка? Ну а если вы совсем не любите воду или вам слишком жарко на пляже, то тут в Мирамаре есть огромный лесной заповедник. Территория поражает размахом и очень много видов деревьев. Есть и наши любимые хвойные. Прогулочная зона в парке прекрасно оборудована. Здесь есть детские площадки, рестораны и специальные зоны для пикника с мангалом. Также вы можете прокатиться на лошадях или арендовать велосипеды. Есть, кстати, и четырехколесные повозки для всей семьи. Штука интересная, но мы решили воздержаться. Местные лошадки хоть и используются для покатушек, выглядят вполне неплохо и ухоженно. Единственный минус, который бросается в глаза, это вот такие вот проезжающие автомобили. Объясню почему. Дорожки в парке сделаны из песка. Соответственно, когда едет мотоцикл, автомобиль или квадроцикл, поднимаются клубы пыли, и ты всем этим дышишь. Это очень неприятно. Как приятный бонус, из лесозоны можно выйти к океану. Погода разгулялась, мы даже хотели искупаться, но вдоль берега рифы, и, к сожалению, купаться запрещено. Ну а на закате весь город стягивается на пляж. Зачем? Правильно, смотреть на океан. Вот и мы решили проводить этот день прогулкой по пирсу.
Путешествуя по окрестностям Мар-дель-Платы, мы увидели много граффити, слоган которого гласит «Океан не место для добычи нефти». Ну и, естественно, нам стало интересно, что это значит, и мы загуглили. Так вот, оказалось, что в 2019 году 3 компании, это норвежская Equinor, аргентинская EPF и англо-голландская Shell, заключили контракт, по которому будет проводиться сейсморазведка в акватории Атлантического океана рядом с Мар-дель-Платой. И, конечно же, кто бы что ни говорил, сейсмическая разведка наносит колоссальный ущерб окружающей среде и живым существам. Но все мы живем в мире денег, и проекту суждено быть. И от этого становится немного грустно. И на ум приходит то, что все мы тут не навсегда, и все мы тут на этой планете туристы. Каждый из нас пользуется благами природы, ничего не отдавая взамен. Все мы заправляем машины, все мы любим кушать морепродукты, все мы любим купаться на морях и океанах. Так вот, давайте постараемся передать следующему поколению туристов нашу планету в хорошем состоянии. Это ж так просто.